29 марта. Вопрос времени. Фраза моего последнего месяца. Я бы хотела написать автописьмо по этим двум словам, но не могу писать от руки. Больше не могу. Я сажусь за стол, открываю тетрадь, беру ручку и смотрю на свою руку, лежащую на чистом листе бумаги, как на что-то чужое, больше мне не принадлежащее, из мирного времени, из прошлой жизни. Война для меня началась 21 февраля. Вечером вернулась из бассейна, дома работал телевизор, Г смотрела слабое звено по телеканалу «Мир». Я развешивала на сушилке полотенце, когда на экране увидела бегущую строку, что сейчас со срочным сообщением выступит президент РФ. Я не переношу заплывшее от ботокса лицо Путина. Меня начинает тошнить, когда я вижу фото или видео с ним. Даже в новогоднюю ночь, когда перед боем курантов друзья смотрят его речь, я ухожу в другую комнату. 21 февраля я стояла перед телевизором, глядя, как ненавистное лицо объявляет о признании независимости ДНР и ЛНР, и тихо повторяла: «Пожалуйста, нет! Пожалуйста, нет!» Начался обратный отсчет. Вопрос времени. В эту новогоднюю ночь я загадала, чтобы все было так, как должно быть. Шло своим чередом. Услышала бой курантов и вбежала на кухню, где сидели мои друзья. С быстро разлил по бокалам шампанское, мы зажгли бенгальские огни, и на секунду все затихли. Каждый задумался о чем-то сокровенном. Я украдкой обвела взглядом лица своих друзей. Они были такие красивые в это мгновение. Потом опустила глаза и увидела на скатерти, которую С специально купил для нашего праздника, выжженный след от искры бенгальского огня. Первые 3 недели я плакала каждый день. Возможно, после психика начала перестраиваться, и я стала плакать через день. Спустя еще какое-то время, пару раз в неделю. Сегодня я проснулась от того, что плачу во сне. Взяла в руки телефон, на часах было 3 часа ночи. Я открыла Инстаграм, увидела в директе сообщение о том, что домик, в который я хотела поехать на свой день рождения 9 мая, не может нас принять на одну ночь. На майские они бронируют от 2 суток, но могут предложить мне приехать 10 мая. 29 марта идите к парикмахеру, чтобы снова вспомнить, как это — быть счастливым. Я читаю пост в телеграм-канале «Ретроградный Меркурий» по пути на работу. Пишу Г, может ли она сегодня подровнять мне кончики. Возможно, мне стоит нахер отрезать волосы, чтобы хотя бы перестать плакать. Или это просто вопрос времени. 4 апреля. Если включить iSpeak, то реальность принимает гротескную форму, и из этой точки ее не так больно рассматривать. Как будто бы окружающая действительность — это кадры из трагикомичных клипов группы. И все ужасы приобретают хоть какой-то смысл. Это просто такой художественный прием. Я надеваю наушники, сажусь в 24-й трамвай, прохожу в голову состава и занимаю место для беременных женщин, инвалидов и пассажиров с детьми. Мне стыдно, но я боюсь потерять сознание и упасть, если буду стоять. У меня участились головокружения, но не те привычные от пониженного давления, а какие-то новые. Будто бы меня резко бьют по затылку, и все вокруг становится таким густым и плотным, и я становлюсь частью этой массы. Мне очень нравится этот маршрут. Трамвай идет вдоль Невы. Здесь я прочитала много книг по пути на работу. 40 минут туда, 40 минут обратно. Сейчас сил на чтение у меня нет. Сгорбившись от тяжести камня в груди, я сижу с музыкой iSpeak в наушниках и смотрю в окно. Так странно, на Неве лед стоит только до Володарского моста, а после нет. Так странно, это весна, когда идет война, такая солнечная в Петербурге. После моста трамвай встает в пробку. Я перевожу взгляд с реки на лица людей, которые пытаются разглядеть, долго ли нам еще стоять. В противоположном окне вижу здание администрации Невского района. На фасаде огромный баннер с буквой Z, стилизованный георгиевской лентой. Я фотографирую его, выкладываю в сторис с надписью «Что, блядь?» и тут же удаляю. Мне страшно. Я закрыла свой профиль в Инстаграме. Проверяю, чищу подписки. Но снизить уровень тревоги за себя и близких это не помогает. Мне постоянно страшно. Страшно находиться на улице рядом с надписями «Нет войне». Вдруг кто увидит, сфотографирует, сдаст, что это я написала.
Увидев эти два слова на стенах зданий, я убыстряю шаг или перехожу на другую сторону улицы. Надежд на благополучную жизнь здесь у меня нет. Мои данные есть у центра меня допрашивали после задержания на митинге 5 лет назад. Я боюсь, что, когда за мной придут, под угрозами и пытками мне придется сдать близких. Когда я узнаю о намерении своих знакомых уехать, я прошу не говорить мне куда и когда, пока они не будут в безопасности. В самом начале Гэ поделилась со мной, что лучше бы 24 февраля она проснулась в Украине, чем здесь. Это жестко, но в этом есть смысл. Защищать свой дом, своих родных, свою правду — в этом есть смысл. А здесь смысл появляется только с безжалостной музыкой Ice Peak. 6 апреля. Но между всем этим случается и хорошее. Вот мы с Г испекли чизкейк. Не на праздник, а просто так. Вот мы с моими дорогими художницами собрались в гостях у С и тискали детеныша Чихуахуа. Вот мы с С ездили на маяк на закате. В такие моменты я снимаю все подряд. Мне хочется ухватить побольше ускользающих деталей, зафиксировать способность улыбаться, присвоить себе право жить. В своих мыслях я заливаю очертания этих воспоминаний бетоном, чтобы они были такие же твердые и крепкие, как камень в моей груди. Чтобы ни один российский снаряд не смог их разрушить. Камень исчез на один день 1 апреля. Я ехала в Москву на Сапсане, когда, выбирая, чтобы послушать, осознала, что я не хочу включать ни Айспик, ни Шорт Парис, ни Айгел, ни Дельфина. Их музыка — мой нескончаемый саундтрек этой войны. Я включила Сигур Рос и провалилась в выволакивающее ощущение чего-то мягкого и теплого. Я ехала на свадьбу к О. Празднование выпадало на рабочий день, и за неделю я написала своей руководительнице. Моя подруга выходит замуж и уезжает из страны. Для меня это большая боль, потому что я теряю близкого человека и дело, которое меня вдохновляет в ее лице. Я бы очень хотела приехать к ней на свадьбу и попрощаться. Я готовила себя к тому, что на свадьбе мне временами будет невыносимо больно и грустно. Но случился лучший день в этом году. Я смеялась, я обнималась, я танцевала. Я была похожа на саму себя. И почти не снимала. Мне не требовались доказательства для самой себя, что я заслуживаю жить так, как умею и люблю. Отъезд близких или даже просто знакомых — самая больная для меня тема. Даже внутри себя я не решаюсь назвать это эмиграцией, потому что это будет признанием неизбежного. Того, что они больше никогда сюда не вернутся, и что мы вряд ли когда-нибудь еще обнимемся. Это примерно как война и спецоперация. Я вынуждена подстраиваться под эту парадигму, которую навязывает мне государство, которое я не выбирала, чтобы выжить. Летом О спросила меня, что для меня важнее — семья или карьера. Я ответила, что, конечно же, первое. Помню ее удивленное лицо, но не помню, что она сказала. Мне так жаль, что тогда я еще не бетонировала в своем сознании эти фразы, эти моменты, которых, как казалось, у нас будет еще много. В начале марта мой брат, мой лучший друг и бесконечная опора, написал, что готовит документы для отъезда из России.